Никогда не покупайте имитацию бруса впрок. Вот купил 2 года назад. Пролежала в гараже 2 года. Расширялась, уменьшалась. Вот видите, да, какие доски стали. Замки не попадешь. Молотишь, как не в себя. Сейчас я вам покажу. Ну, просто. Ужас. Лучше купил, сделал и прикупил дальше, чем впрок купить. Сейчас я вам покажу, что с замками произошло. Вот, не знаю причину. Может быть, и не моя вина, что она в гараже полежала. Может, она на складе, где покупал. Потому что покупал по акции. Решил сэкономить. Она лиственница. Просто смотрите, я просто не смог физически забить. Она не идет дальше. То есть в каких-то моментах вообще не забивается. Ну вот, приходится с таким материалом работать. Когда делали душ, можете посмотреть по всплывашке, вопросов вообще не было. То есть она была свежепривезенная, вода потолще, и замочек прям входил. И то со временем ее по чуть-чуть ведет. То есть она высыхает. Скорее всего, надо будет еще пробивать гвоздями и зашивать уголком. Вот просто доска полежала на солнце. Лежала 2 дня. Так, обшивка дома, бани идет своим ходом. Сейчас 10 досок обошьем и поедем домой, так как завтра на работу. Сейчас вечер. Ну, пена держится. Пена пожелтела уже от солнца, и поэтому приехали. Надо ее закрывать. Очень скоро. Ну, там, где закрыли сразу, там пена беленькая. Ну и про пену я вам уже говорил, что специально покупал для деревянных конструкций. То есть вообще в деревянных домах, ну я так понимаю, из бруса, надо применять именно эту пену. Флекси с пометкой. То есть она может ужиматься, может чуть-чуть растягиваться. Вот она мягонькая такая. То есть окошко, я думаю, когда буду отделывать эту труху, вот всю, уберу и перепеню. Вот смотрите, как повело ее. Ну, наверное, вам видно будет. Просто ужас. И что с ней делать? Ничего не сделаешь. Значит, пойдет она отдыхать, он к той кривой. Пусть дальше кривится, потом сделаем из нее домик для фильтра, для бассейна. Ну, а это сейчас прикрутим. Импровизированный леса. Когда собирал душек, так вот руками, хоп, и все. И все там готово. А здесь нетушки. Надо. Сейчас покажу вам. Пробивать. То есть по доске видно было. Она кривая. Ну, деваться некуда. И уже куплен материал. Как я их пробиваю? Я делаю небольшую
Так называемую забивушку приготовим. Ну вот еще на что я креплю. Вот такие саморезы. 3,2 на 50. Написано для паркета и пола. Стоит, извините меня, 3,51 штука. Цены, конечно, ужас. То есть я 500 купил и в прошлый раз 300 закрутил. И вот это 300 плюс 500 хватит на эту стену и на эту. Ну, то есть еще надо будет столько же купить. Ну, куда деваться? Очень красиво. Платите бабки. Ну, принцип такой. Берем, вставляем и пытаемся забить. Ну, что удивительно, это поддалась. Но вопрос в том, что вон там и никуда не денешься. Сейчас пойдем там долбить, пытаться все сделать более-менее красиво. 3,50 уронил. Ужас. Так. Теперь нас интересует эта сторона. ₹3,5 найду. Вот они мне. Мне знакомый говорил, я покупал в прошлом году такие саморезы по рублю. Неужто они так подорожали? Или знакомый что-то перепутал. Посмотрим. Пока у нас тут ничего не меняется. Люблю делать новое. Ну просто это, наверное, это косяк производства или оно так высохло. Сейчас померяем. $140. Угу. Понятно. Помимо кривизны нам еще попадаются бракованные. Бракованные. Пойдет. Я унесу их в гараж потом. Что следующее? Может сразу проверять. Это...
Вроде целая, вроде ровная. Ну вот видите, с одного раза все сломалось. Делаем другую. Это пойдет на шашлык. Напишите в комментариях, может есть какой-то более действенный способ, чем этот, как забивать замки. Вот с вагонкой в доме было как-то попроще, она и потоньше, и замочки там такие не сильно тугие. Здесь прям ужас. А лоток у меня там. Тут буду, чтобы быстрее было, звать на подмогу свою любимую. Только ее нет. Она поливает огурцы. Каждый занят своим делом. Любимым. Строительством. Так, сейчас мы забьем вот здесь. Чуть-чуть. И пойдем в эту сторону. Ну, я так считаю, что мне все равно не хватит имитации. Придется докупать. Я думаю, я другой магазин нашел, где для душек все покупал. У них тоже всякое разное есть. И из лиственницы такой же толщины тоже есть. И сравню. Это село более-менее. Так, не было у нас в прошлой серии рубрики «Личное». Рубрика «Личное». У меня заболевание такое, полипоз в носу. Мне вот 39 лет, и с 21 по прошлый год мне уже сделали 4 операции на носу. То есть я не чувствую запахов от слова совсем. То есть до такой степени, что, как говорится, закрой мне глаза, говно в тарелку положь, я не почувствую в плане запаха. Буду гореть и не почувствую, что горю. Меня когда в армию хотели забрать, меня отправили с военкомата делать операцию, полипы удалять из носа. У нас первая горбольница есть. Ну, то есть от военкомата, понимаете, да? Что каким образом будет, самым варварским образом делаться операция. И мне такими делали.
Удочки слиплись. То есть полип это такой, ну, это слизистая оболочка, и она закрывает в носу проход, и дышать не можешь, и сопли постоянно. Ну и астма может развиться, и все остальное там сопутствующее. И мне удаляли их, брали такую петельку из металлической, так сказать, нитки делали. То есть это все под местным наркозом, потому что общий в то время денег стоил, извините. Я пока ждал хирурга, уже местный наркоз наполовину прошел. И вот так вот наживую на эту петельку надевали эту полипу и просто вырывали с корнем. И все. То есть, соответственно, это сколько кровищи, сколько боли. Ну, у меня из-за этого в армию не взяли. То есть операцию сделали. Так еще и хреново ее сделали. И вот потом я, наверное, через год-два сходил, сделал платно. Ну, тоже под местным наркозом, но уже там был специальный аппарат, так называемый пылесосик. Ну, как пылесос засасывал и перемалывал вот эту всю слизистую оболочку. Ну, в прошлом году тоже уже последние 2 раза были под общим наркозом. Мне врачи говорили, что со временем начнет дышать нос. Не дышать, а нюхать. Но я с 22 лет ничего не чувствую. Опять 3,50 упало. Пойду искать. Вот сейчас добьем и уже увидимся с вами в следующей серии. На выходных приедем, будем дальше обшивать. Будет погода, мы покрасим душ. Уже сколько раз обещаю, но погода нам не позволяет. Так что всем всего доброго. Пока-пока. Всем удачи.